Всем привет, народ! Сегодня хочу вам рассказать про один очень интересный способ, как можно сэкономить газ. Причем сэкономить газ абсолютно легально, ничего при этом не воруя, никого не обманывая, а просто сделать одну небольшую хитрость. Хитрость эту, скажу вам честно, придумал не я ее видел в интернете, и эта хитрость довольно-таки интересная. Ребята, если вы все же решитесь экономить газ тем способом, о котором я вам сегодня расскажу, то обязательно используйте ту тонкость, о котором я вам скажу в конце видео. Есть один нюанс, который обязательно нужно учесть. Итак, человек использовал для экономии газа, сейчас угадайте что? Вот это обычное одеяло. Для того, чтобы экономить газ, как вы думаете, что он делал? И газ поменьше. Ну я шучу. На самом же деле, он просто утеплил счетчик и утеплил трубу, которая в этот счетчик подходит. И за счет этого он стал экономить газ. Казалось бы, все просто. И идея, в общем-то, довольно-таки не новая, я бы так сказал, и тем не менее газ экономить. Но прежде чем ставить дизлайк, ребята, сначала послушайте, что я вам скажу. С газом я работаю уже очень давно, и я обслуживаю узлы учета, разные газовые счетчики, в общем, целую кучу всяких газораспределительных систем, котельные, в общем, просто массу какую-то объектов. Короче, опыт работы у меня уже 10 лет. И что я вам хочу по этому поводу сказать? Я хочу объяснить вам, как это все работает. Новые счетчики сейчас людям стараются устанавливать либо в лестничных клетках, либо где-нибудь на улице. Если, например, это частный двор какой-нибудь, то счетчик просто вешают куда-нибудь на улицу для того, чтобы контролер не стучал, звонил людям, а просто чтобы так себе ленивенько, валяжненько подошел и записал показания газового счетчика. Но при установке этого газового счетчика, счетчик должен быть с термокорректором. Сейчас объясню, для чего это нужно. На узлах учета. Узлы учета всегда устанавливаются на крупных объектах, которые потребляют целую кучу газа. Узлы учета у нас устанавливаются как перед ШРП на среднем давлении, так и после ШРП на низком давлении. На узле учета всегда есть корректор, который учитывает давление в газопроводе, атмосферное давление, температуру газа, там стоит специальный термометр сопротивления, он вставляется непосредственно в газопровод и меряет температуру газа. Это очень важный момент. И по вот этим вот параметрам давление атмосферное, давление в газопроводе, температура, он перерасчитывает показания счетчика. То есть получается, если у вас узел учета стоит на низкой стороне, уже пониженная после ШРП, то у вас в принципе показания корректора и показания счетчика практически всегда сходятся. Однако, если корректор у вас стоит на высокой стороне, то есть на среднем давлении, которое еще не понижено до низкого, такого, как вы потребляете, то есть перед ШРП, то показания корректора могут быть в 2, 3, 4 раза больше, чем показания счетчика. И на какие же показания ориентируется Одессагаз? Конечно, на те, которые больше. То есть корректор корректирует показания счетчика в зависимости от давления атмосферного и температуры, пересчитывает это все. Так как давление больше, он его еще умножает на какой-то коэффициент, и получается, что газа вы уже потребляете больше, чем показано на счетчике. Как же так получается? Объясняю, ребят. С давлением вы, наверное, уже все поняли. Давление просто, чем больше давление, соответственно, тем больше расход, и наш ультразвуковой счетчик, который пробивает импульсами через этот газ, может просто не пересчитать все, что там есть. Поэтому корректор умножает на определенный коэффициент для того, чтобы эти показания увеличить и приблизить их к реальности. Однако, что же происходит с температурой? Чем ниже температура газа, тем плотность газа выше. Соответственно, получается как? Чем холоднее у вас газ, тем меньше его вам нужно для того, чтобы, допустим, растопить котел, к примеру, на 30 градусов. И что же у нас получается в наших с вами бытовых счетчиках? Когда у нас низкая температура газа, счетчик может не учитывать весь газ, который вы потребляете. Соответственно, если к вам заходит холодный газ, то холодного газа вы используете больше, чем показывает газовый счетчик. Таким образом происходит экономия. То есть, утепляя счетчик, оборачивая его одеялом и утепляя трубу, которая входит в счетчик, то есть необходимо утеплить участок от ввода в квартиру до выхода из счетчика. То есть участок ввода в счетчик плюс сам счетчик замотать. А уже на выходе из счетчика в принципе не важно. Вам важно, чтобы ваш счетчик не досчитал газ. То есть в принципе в скором будущем, я думаю, все счетчики, в том числе и счетчики, которые ставятся в квартире, скорее всего тоже будут с термокорректором. Поэтому, ребят, этот способ реально рабочий. Так вот, тот человек,
который снял видео про утепление счетчика, говорит, что он экономит порядка 10-15% газа. И я ему верю. Потому что работает оно так, как я вам объяснил. Однако, ребята, хочу вам дать один совет. Если вы все же решитесь утеплить ваш счетчик и трубу, которая в него входит из улицы, для того, чтобы у вас газ был более холодным, не повредите пломбу. Потому что если вы повредите пломбу, то заработаете себе серьезных проблем. Так что с этим нужно быть очень аккуратным. Так что я надеюсь, что видео было для вас полезным, как минимум познавательным. Можете пробовать, но будьте аккуратны, не сорвите пломбу. Я думаю, что у вас все получится. Всем пока.